Друзья мои, здравствуйте! Недавно побывал на фудсете и вот купили 10 ящиков винограда, сорт Молдова. Вот такой вот виноград. Виноград должен обязательно быть такой вот синим напылении. Это дрожжи у нас дикие. Из него будем сейчас делать сок, из сока вино, а из жмыха фруктовую брагу. Обычно я делаю как? Пресс. А сейчас попробуем вот на такой соковыжималке. Я на соковыжималке с виноградом первый раз. Если что-то пойдет не так, придется опять переходить на пресс. Будем делать. Так что сейчас будем все смотреть. И в этом же ролике мы сейчас переходим на сок, а потом уже будем делать вино в конце ролика. Так что давайте пробовать. Не знаю, как получится. Берем виноград. Что я вам скажу прямо? Не удивлять, не надо давить, только надо прикрывать вовремя. Семечко летит. Так что семечко сюда не попадает. Даже если попадет, все там спрашивают, а семечко горечь дает? Не дает. Вот в прошлом году, говорю, через мясорубку сначала все пропустили, потом под пресс, выдавили весь сок. Вино получилось именно из этого сорта. Прямо вот песня была. Все, давайте приступаем. 80 килограмм. Засекаем время, за сколько мы это все сделаем. Включаем. Главное, чтоб туда влезло. И переливаем все в бутылку. Так. Продолжаем. Диаметр у нас 85. Посмотрите, прямо гроздь попадает. Так. Пена есть, но, как сказать, на яблоках было больше пены. Давайте посмотрим, что по жмыху. Так, и вот он, жмых. Сок, конечно, здесь есть. Но это, я могу сказать, для меня это хорошо. Так, мы будем ставить фруктовую брагу. Брага вкуснее будет. Так что я продолжаю. Засекли время. Ну, не знаю, вот с вами уже, я не знаю, 10 минут меньше. Считайте, ящика уже нету. Опять включаю. Так, третий ящик. Виноград брал по 60 рублей. Ну, такой нормальный выбрал. Был по 55, но веточка была уже сухая. А этот нормальный. Ну вот отходов остается, я не знаю, грамм 50 с ящика. Все в дело уходит. Так, ставим уже 20-литровую. И продолжаем опять в том же духе. Так, это совсем зеленый. Спасибо продавцу, вот правда. Хороший виноград. Отходов 0, грубо сказать.
Ну вот, сок мы весь перегнали. Где-то у нас 70 килограмм было, 35 литров получилось. Приступаем уже из сока делать вино. Сейчас покажу, как я делаю. В том году делал прямо вот шикарный рецепт. Но я давил прессом. Сейчас, сами видели, через соковыжималку. И сейчас я это вино процежу, потому что здесь пена немного есть. Вот такой у меня мешок. Это мешок от пресса. Сюда жмых накладывается и потом сдавливается. Вот такая у меня бочка. И вот что есть. Так, мешок одели. У меня вот такой вот шланг привязан к шампуру. Я вставляю в бутылку. И начинаем перекачивать сюда. Вот льется. И понятно, потихонечку будем переливать. И сейчас как все мы это сюда переместим. Почему я сразу не сюда лил? Потому что пена, мне надо снять, чтобы пены не было. Дрожжи мы добавлять виноград не будем, потому что было много винных дрожжей на нем. И винных диких. Отсюда переливать уже в бутылки. Ну вот, перелили. У нас так вот пена осталась. Я так прикинул, где-то 30 литров здесь у нас. На 30 литров нам нужно 3 килограмма сахара. Прямо посыпаем. Сахар нужен обязательно. Кто бы что ни говорил, а то получится в уксус. Оно просто закиснет. Какой бы виноград ни был, сахар надо добавлять. Главное не переборщить. Вот для сухого вина нам нужно будет 150 грамм. Сейчас 100 высыпаю. А 50 грамм, когда я сниму с осадка. Первое брожение закончится. И 50 надо, чтобы уже медленное брожение. Вот, как говорят, немое брожение. Это 150. 200-250 грамм в такой же последовательности. Это уже будет полусладкое. И 300-350 это сладкие уже вина. Вот. Нам нужно сухое. У меня есть любители вина, которые разбираются в этом. И вот прошлогоднее вино пробовали, сказали, что не отличается от фабричных. Так что удачно получилось. И теперь надо все это дело размешать. А вот осталась у нас тут пена. Такая хорошая. Также отправляем вот в этот бак, где у нас будет чача. Ну вот мы все перемешали. Сахар. Теперь переливаем в стеклянные бутылки. Наливать будем, я не знаю, я обычно наливаю здесь вот по ребро, как заканчивается. Ну что, вот мы вино перелили в такие вот стеклянные бутылки, в которых будет оно бродить у нас. У нас специальные крышки для них. Здесь вот 30 литров вина, я прямо не ошибся. Вот. Где-то первое брожение, где-то в районе месяца. Никаких, я говорю, дрожжей мы не добавляем. Плотные. Опа.
А это винтовая у нас. В теплое место на месяц. Через месяц с вами встретимся. Снимем с осадка. Попробуем молодое вино на вкус. Надо будет добавить сахара или не надо. И потом уже будет такое медленное брожение, как говорят, немое, тихое. Ну, на этом с вами попрощаюсь. Попрошу оценить видео, подписаться на канал. У нас на канале еще разыгрывается тандыр. Как канал наберет 20 тысяч подписчиков, мы разыграем тандыр. А на этом с вами попрощаюсь. С уважением, Ник готовит. Всем пока.